Всем здравствуйте, мои хорошие, мои любимые, дешевые и богатые. С вами Похуй Покаст. Здравствуйте, мои хорошие! Всем здравствуйте! Вот мы вернулись. Мы вышли на новый формат, Да, видеоформат. Теперь вы увидите, Но. кто это говорит, все. но. Итак, Эрикс, Сабина наконец-то купила нормальный телефон. Я бы хотела спросить с точки зрения экономиста, повысилась ли окупаемость вашего подкаста? И скучаете ли вы по тому аутентичному треску, который придавал вашим подкастам более такой домашней вайбовости? Ну, во-первых, хочу сказать, что подкаст этот вышел очень случайно. И второй сезон тоже абсолютная была случайность. Потому что, как это было? Дело происходило как? Я захотел высказаться. Это связано также с тем, что очень много начало как будто цензурироваться. Люди начали бояться говорить даже на простые обычные темы. Это было предложено Сабине. Сабина согласилась, и мы резко начали записывать. И при этом всем мы сделали обещание, что мы будем выпускать там каждую неделю. И из-за этого мы записали один раз, второй раз записали. И потом у нас времени не стало. А мне начали писать люди, где выпуски. И после этого у нас все резко началось. И второй сезон, это произошло вообще в марте 25 года, когда я написал Сабине о том, что, блин, а что делать в этом году? Что как? Она такая, давай второй сезон запишем. И я такой, зачем? Она такая, давай запишем, почему нет? И после этого... Давай запишем, пох. И после этого я понял, что второй сезон не может быть как первый, потому что первый был очень своеобразный, очень быстрый. Бывало так, что, как мы обсуждали в финальном выпуске второго сезона, мы записывали, и через 2 часа я уже должен был выложить. И это резко монтировалось. То есть при записи я делал себе пометки, с какой минуты по какую, прям посекундно надо вырезать, что подправить, какие темы нельзя, что я вырезаю, что я не вырезаю. И второй сезон я просто понял, что надо заранее все записывать, надо подготовиться, надо купить нормальную аппаратуру, надо пообщаться с людьми, которые связаны с этим всем. Слава богу, у меня есть такие знакомые. И на удивление эти знакомые тоже слушали подкаст. И также была выстроена такая система, что было куплено, были четкие рамки по таймингу, были понятия концепта, то есть концепт, как это выглядит, какие темы. Это уже было до первой записи выстроено. Поэтому ее телефон никак не связан с этим подкастом. Но я очень рад, что у нее есть теперь iPhone. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы к нам пришли. Начнем? Конечно. Во-первых, я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы... Мне в камеру надо смотреть. И, в принципе, то, как вы ведете подкаст, это очень классно, потому что вы очень искренне, и это очень сильно подкупает. В отличие от вашего микрофона. Микрофон не подкупает. Я понимаю, мы исправили эту ошибку первого сезона, теперь тут нормальные микрофоны. Мгм. То есть слушатели в ближайшее время будут в шоке, да? Да, они будут слышать нормальное звучание. Без Эвереста. Без Эвереста. Вы не боитесь то, что вы потеряете этот вайб? То есть таинственной девушки из тумана, которая шипит в кадре, ее очень плохо слышно. Или, может быть, это была какая-то такая стратегическая точка? Это стратегическая точка, чтобы люди поняли, каково глухим людям. Но вот этот сам подкаст, формат новый наш, для меня первую съемку был просто полным шоком. Я до конца не верила, что мы будем это снимать именно на камеру, потому что в моем понимании мы должны были записывать. Так, давайте немного пройдемся по подкастам. Бывало ли так, что после записи, после какого-нибудь жаркого спора, вы думали, что я больше никогда не буду с ним снимать подкаст,
или что-нибудь подобное? Нет, не было. У меня все время вайб такой, что мы за хрень говорили. А потом такие, ну нормально, нормально. Вопрос от вашего шипера. Скажите, ваша работа над подкастами про отношения а, повлияла ли как-то на ваши личные взаимоотношения, может быть? Максимум только обсуждать. Ну, типа, что обсуждали в подкасте, что точно вырезать, что точно нет. То есть, наверное, только такие, как а-ля рабочие моменты, если это связано вот с подкастом. Если с личным совсем, то, наверное, нет. Ну, то есть, типа, ну, камон, она знает, за кем я могу побегать, я знаю, за кем она бегает. Ну, то есть, и у нас очень разные вкусы в целом. То есть, это также обсуждалось во втором сезоне. То есть, как бы мы эту тему обсуждали в плане того, что у нас, во-первых, очень разный вкус, и из-за этого мне этот выпуск понравился, в плане того, что мы обсудили разный спектр людей, как телосложения, так и внешности, и... Представьте, что мы как на интервью, вот как на собеседовании, представьте, что через 5 лет вы переслушаете свой подкаст номер 1. Какие у вас будут эмоции, какие у вас будут ощущения? Ну, мне кажется, что эмоции будут, что это действительно кто-то слушал, раз. Вторая, мы выросли. 3, сколько лет назад? То есть я правильно понимаю, что подкаст — это буквально ваше мировоззрение, с которым и делался этот подкаст? То есть то, что вы говорите, то, что гоним вперед по газам, это вот буквально и есть то, как вы назвали этот подкаст. Это было... Это интересное мнение на данный момент, потому что это связано с тем, что в самом начале я слишком серьезно к нему отнесся. Я очень сильно стрессовал на первом сезоне. Все четко в срок, все четко, этот на 1 минуту не так выйдет, все. А потом, уже во втором сезоне, наверное, выпуск за выпуском мне приходило осознание того, что да наплевать. Я говорю то, что я хочу. Кому-то что-то не нравится, выключи. В этом и суть, и плюс интернета. Я не телеканал, который нельзя взять и переключить. То есть не нравится, пошел вон. То есть Сабина сделала вас как человека более расслабленным и спокойным, менее тревожным на результат. Возможно. Больше про действие и про качество действия, чем про результат, правильно понимаю? Да. И вот название подкаста это очень смешно, потому что в начале подкаст это был просто название того, что нам наплевать на какие темы, а в конце я сам начал использовать риторику пох. Если тема табу, которую вы никогда не поднимали в подкасте, но она у вас, грубо говоря, горит, она у вас постоянно на языке, вы хотели бы ее когда-нибудь записать? Запрещено на Российской Федерации. Понятное дело, есть понятие цензурирования. И цензурирование очень серьезное на данный момент. Я все еще гражданин Российской Федерации. И я прекрасно понимаю, что также очень много людей, которые не могут что-то высказать, но мы при этом всем осознаем это, но говорим завуалированно, и многие это понимают, о чем мы говорим. И мое главное правило это не как у многих сейчас принято, особенно те, кто уезжают, там говорят что-то, просто хают и прям по полному. Я говорю про свою жизнь и про жизнь, которая вокруг меня. Мне не интересно, что там думают про мировое господство. Да вообще наплевать, что они там говорят. Мне наплевать на эти вот саммиты всякие и так далее. Мне интересно, что у меня и что у моих зрителей. Темы, которые вы обычно используете, это секс, смерть, отношения, также тема про Бузову, также тема про насилие и так далее и тому подобное. Я хотела спросить, вы эти темы используете для хайпа, для выстрела, либо эти темы действительно это то, что вас будоражит как представители этого поколения, и кто из вас именно является инициатором и предлагал эти темы? Ну, во-первых, это тема, которую мы обсуждали, помимо подкаста, поэтому, естественно, они были взяты, потому что если мы о них упоминаем, логично, что мы их потом обсудим. Поэтому, да, это то, что будоражит наше поколение, ну, то есть, собственно, нас, может быть, в некоторой степени продвинутых, как говорится, миллениалов, зумеров,
Про Альф я ничего не могу сказать, они еще маленькие. Была ли какая-нибудь ситуация, когда комментарий подписчика заставил бы вас по-настоящему пересмотреть точку зрения на что-то? Либо как-то задел вас за живое? Наверное, нет. Нет. Я могу сказать, ну, вот что-то, кто-то, кто неизвестный, пишет комментарии и так далее, на самом деле редко меня могут задеть, потому что, ну, я в основном акцентирую свое внимание на том, что говорят мне близкие люди. Ну, то есть те, которые в кругу моего общения, ну, и имеют какую-то значимость в моей жизни. Когда рандомный человек мне что-то напишет в комментариях, я такая, удалить. Что раздражает вас в манере ведения подкаста у вашего напарника? Ничего. А честно? Реально. А она сказала кое-что про вас. Ну ладно. Значит, есть к чему стремиться. Чего вы больше всего боитесь? Что подкаст станет слишком популярным и потеряет вайб для своих? Либо вы наоборот этого ждете, чтобы больше набирать оборотов, больше власти, популярности? Банана. Не, ну, в принципе, то, что подкаст будет расти, на самом деле, я вижу в этом только плюсы. Потому что больше охват, больше людей найдут что-то интересное в этом. Ну, больше собственного саморазвития, денег, То есть популярности. вы на это смотрите с точки зрения того, что если подкаст будет развиваться, то он не потеряет вайб для своих, а наоборот больше своих к нему притянутся. Да, больше своих будет. Мгм. Это же намного лучше. Потому что, ну, например, для своих. Ну, оно же должно, ну, распространяться, грубо говоря. Находить сообщников. Если также, я не знаю, стоит ли об этом говорить, но, наверное, если что, вы вырежете это, вы также являетесь коллегами. Мгм. Если мы Это не представим... секрет. Хорошо. Если мы представим гипотетическую ситуацию, что ваш начальник нашел ваши подкасты, вызывает вас с Сабиной, является ли это для вас каким-то страшным кошмаром? Или... Я ему подарю промоушен бокс. То есть вас уволят? Я могу сказать одно. Я не вижу здесь никакой проблемы. Если для них это проблема, значит, в целом они могут найти проблему из ничего. То есть, это, во-первых, это не такая тайна. Во-вторых, да, мы об этом не говорим всем и вся, кому попало, но как бы, если найдут, ну, все, что первое спрошу, хотите промоушен бокс, могу расписаться. Ну, то есть, как бы, это очень странная будет позиция компании на то, что что-то нельзя делать, что-то то нельзя, что-то то нельзя. Если они подумают, что мы как-то можем опорочить их компанию или еще что-то, то я захочу четкий какой-то факт. Потому что, давайте скажем честно, сейчас мы живем в такие годы, когда проблема может идти не от компании, а от людей, которые просто на что-то обиделись, у них есть какая-то власть. И если им что-то не понравится, то уже будет наплевать, что там компания скажет. А если что-то компании самой не понравится, ну тогда вопрос, я о вас там ничего не говорил. По поводу Эрикса. Ваша дружба стала крепче Да. после этого подкаста? У вас не бывает то, что вы и коллеги, и друзья, и еще в подкасте вместе? То есть Нормально, напряжённых. типа, у нас дружба длится больше, чем чьи-то отношения. Вот он показатель того, что дружба бывает, дружба и действительно есть, потому что, ну, ты с человеком за счет общих интересов, ну, развиваешься, саморазвиваешься. И не перегружаетесь этого постоянных комментариев в присутствии вашей жизни? Нет? Ты еблан? Да. Это вопрос подкаста. Да.